Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Александр. Я работаю айтишником в Стокгольме, в Швеции. И на этом канале делюсь своими впечатлениями о переезде, о стране в целом. И я на этом канале пытаюсь собирать информацию, которая будет полезна тем, кто собирается эмигрировать, например, в Европу, в Швецию, в частности, в Стокгольмский регион. Ту информацию, которая мне была так необходима, когда я переезжал, поэтому я пытаюсь восполнить то, чего мне конкретно не хватало. И сегодня мы поговорим про жилье. Я уже рассказывал о своей квартире, которую мне удалось снять через один из порталов, про который мы поговорим сегодня. Посмотрите по ссылке, которую сейчас видите на экране, если еще не смотрели. И сегодня поговорим про деньги, про поиски, как искал, какие были переговоры, какие встречи. И в конце видео я обязательно скажу, сколько это стоит. Поэтому смотрите до конца, подписывайтесь, ставьте лайки. Поехали! Давайте сначала вкратце поговорим про жилищную ситуацию в Швеции. Фактор номер один. Перманентная попа жильем. Спрос огромный, иммигрантов очень много, а жилья очень мало. И это, естественно, влияет и на цены, и на сложности переговоров с владельцами жилья, и на поиск соотношения цена-качество плюс локация, в которой это жилье находится. Поэтому найти жилье в Швеции очень и очень трудно. Фактор номер два. Даже если вы найдете жилье, не факт, что вы сможете в нем долго жить. Что это значит? А это значит, что владельцу жилья, перед тем, как пересдать вам его жилье, он должен получить согласие от управляющей компании, оно же ТСЖ, что ему можно сдать вам жилье. И, как правило, этот срок составляет 1 год. В зависимости от умения вести переговоры владельца жилья с жилищным кооперативом с ТСЖ, он может заложить в договор аренды возможность пролонгации этого договора, либо нет. Либо через годик он попросит вас аккуратненько удалиться. Фактор номер 3, который плавно вытекает из первого. Здесь не вы выбираете жилье, здесь вас выбирают как тенанта, то есть как арендосъемщика. Поэтому очень важно иметь качественный профиль в системе, на площадке, через которую вы ищете себе жилье, иметь местный номер телефона для быстроты связи и откликов на появляющиеся на рынке предложения, и быть, собственно, хорошим переговорщиком для того, чтобы вести диалог с человеком, который должен по какой-то причине выбрать вас для того, чтобы предоставить вам свое жилье. Как я уже упоминал в одном из моих прошлых видео, подсказку о которых, может быть, сейчас всплывет где-то вверху экрана, моя компания мне предоставляла временное жилье по приезду в Стокгольм, и я там мог жить за счет компании всего лишь 2 недели, после этого мне нужно было куда-то переезжать. Поэтому, как сказать, у меня с самого начала пригорало, и мне нужно было что-то искать. При этом моя компания дала мне организацию, которая помогала мне искать жилье, но, как правило, она работала с агентствами, и она предоставляла мне варианты, которые сдаются под ключ, так называемый all-inclusive для более-менее обеспеченных людей. Что я имею в виду? То есть, например, мне пишет агент на e-mail, вот вам 3 варианта, и каждый из них стоит каких-то запредельных денег, находится, конечно, в хороших местах, там почти в центр Стокгольма или чуть-чуть там 10 минут на метро до центра, но стоят они просто космических денег, больше 50% моей зарплаты. Это абсолютно неподходящие варианты, поэтому я решил искать сам. Для самостоятельного поиска жилья в Швеции лучше всего подходит самый популярный сайт объявлений об аренде жилья, это был Bostadsblocket.se. Ну и давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну что ж, вот, собственно, сам сайт. Сейчас он у меня включен в режим английского языка. Для тех, кто не знает, здесь внизу можно переключить с шведского на английский. Я пользовался именно этой опцией. Вообще, очень затруднительно искать что-то на шведских сайтах в плане user experience, то есть пользовательского интерфейса. Они крайне неудобные и отличаются от российских, которые очень комфортны для использования. Ну да ладно. Значит, что мы видим на этом сайте? Мы видим разделы блоки, это вообще местная Авито, то есть у него есть много разделов, там работа, шмотки какие-то, еще что-то. Бостад — это именно про недвижимость. Здесь мы видим раздел поиска жилья, аппликейшены, то есть то, на что мы откликаемся, наши отклики и, собственно, заключенные сделки.
Также у нас есть профиль с настроечками по уведомлениям и тому подобным вещам. И все начинается с того, что мы вбиваем город, который нас интересует. Вот набираем Стокгольмский регион и нажимаем кнопку поиска. Мы попадаем на карту и на список предложений. Сразу же мы их фильтруем, сколько мы готовы платить в месяц. Например, 14 тысяч крон, то есть 1400 евро. Убираем сзади нолик. Количество комнат, ну давайте это будет 2 плюс комнат, потому что у них бывают и большие площади. Например, минимально 60 квадратов. Хотим мы въехать сейчас же. Какие еще бывают фильтры? Типы апартаменты, коттедж, дом. Коттедж от дома отличается там утепленностью и прочими вещами. Кто ты, там для студента, для взрослого, корпоративное жилье, с мебелью, без мебели, весь дом или комната в доме, животные есть или нет, и нужна ли какая-то подвижность для маломобильных граждан. Значит, после того, как мы поставили эти фильтры, мы видим самые новые предложения сверху. И вот здесь же сразу можно обратить внимание, что многие предложения сдаются на несколько месяцев, даже в этом случае вообще просто на 1 месяц. То есть никого не заботит, что тебе нужно поселиться там надолго или еще что-то. Лендлорд, он всегда будет выставлять объявление так, как ему удобно, без какого-то здравого смысла. Вот, например, заезд 1 января, выезд 31 декабря. Я слабо себе представляю вообще с моральной точки зрения, как можно в такие даты въезжать, да еще и выезжать. Но вот люди готовы принять жильцов в такой период времени. И, соответственно, на карте мы можем увеличивать, посмотреть, где конкретно находятся эти предложения. Как я уже рассказывал в прошлом видео про квартиру, мы находимся, например, в Астберге. Это что-то где-то вот здесь, да, вот Астберга. И в данном случае такого рода предложений здесь, в принципе-то и нет. Есть вот за 1000 дом 3 комнаты, 65 квадратов. Ну, давайте его посмотрим. Ну, судя по фотографиям, достаточно уютно. Цена подозрительно низкая, 10 тысяч крон, то есть 1000 евро за аренду. Даже есть какой-то красивейший камин. Стиральная машина, летом все прекрасно. Бассейн какой-то, возможно, даже местный. И терраса. Окей. Здесь мы видим информацию, что заезжайте как можно скорее, пока мы вас не выгоним. Есть мебель, весь, значит, дом ваш, включена страховка. Отлично. Что у нас еще есть? Балкон, посудомойка, интернет, туалет, фен, парковка бесплатная и стиральная машинка. Далее, для того, чтобы перевести объявление, я обычно делал так. Я просто копировал то, что написано на шведском, шел на Google Translate, перевести с шведского там на английский или со шведского на русский, просто вставлял сюда, и вот у меня, пожалуйста, появляется текст. Первый этаж виллы сдается в аренду, то есть подразумевается, что на 2-м этаже, видимо, кто-то еще живет. 3 комнаты, кухня, туалет, значит, 1000 евро, доступ наверху, но внизу, то есть нету. В настоящее время никто не проживает, но, может быть, кто-то будет еще и проживать. Через 2 месяца будет собственная ванная, прачечная внизу. Остановка 300 метров. Расскажите о себе, как выглядит ваша жилищная ситуация, с какого момента вы хотите снимать. Для меня, как краткосрочная работа, например, 1-3 месяца или год. Взаимное уведомление за месяц. Депозит по договоренности. Тем, кто сможет ответить на мои 4 вопроса, быстро переехать, будет отдан приоритет. Такие объявления у меня вызывают, конечно, вопросы. Особенно по поводу срока аренды непонятно, то ли человек хочет сдать на 3 месяца, то ли на год, возможно ли дальше продлить эту аренду и так далее, и так далее, и так далее. То есть с точки зрения арендодателя данная женщина, она не совсем полно отразила ситуацию. Но, допустим, мы хотим арендовать это жилье. Мы должны что-то написать в сообщении, потому что у нас нет возможности здесь запросить номер телефона, у нас нет возможности еще каким-то образом связаться, кроме этого портала. А этот портал нам не говорит о том, готов ли человек с нами общаться и другие какие-то вещи.
Соответственно, здесь мы должны что-то написать такое, что, во-первых, ответит на ее 4 вопроса, которые она указала, и вы должны рассказать о себе. Здесь это очень принято, вы должны себя презентовать для того, чтобы быть в топе тех, с кем она захочет поговорить устно или назначить просмотр и так далее и тому подобное. Я для таких способов рекомендую сделать заготовку, как сделал я. Например, я писал вот такое сообщение, в которое потом менял просто расположение апартаментов и имя того, кого я пишу. Вот, например, апартаменты, которые я арендовал, я написал: «Привет, надеюсь, у вас все хорошо, меня зовут Александр, я там имею эстонский гражданин, мне столько-то лет, у меня семья из таких-то человек, я готов поселиться надолго, приехал сюда работать в IT, у меня постоянный контракт, мне очень понравились, вот подставь сюда свои апартаменты, и я хотел бы с вами встретиться, чтобы арендовать. Доступны ли вы? Я сейчас живу там-то, в временных апартаментах моей компании. Пожалуйста, свяжитесь со мной по местному номеру телефона, который я оформил здесь, и удачного дня. Такой-то, такой-то. Все. То есть это моя визитная карточка, которую я писал всем, когда я откликался. То же самое, вот, например, для нижестоящего жилья. В итоге, когда я, например, общался со своим лендлордом, когда он уже выбрал меня как тенанта, то есть арендосъемщика, он мне рассказал, что я был одним из первых, кто откликнулся сразу после размещения им объявления, и это сыграло немаловажную роль. Плюс я был одним из первых, кто адекватно рассказал о себе, презентовал себя и был платежеспособен, исходя из этого рассказа. То есть очень важно именно это и продемонстрировать. В связи с этим, учитывая, что я указал свой номер телефона, он мне позвонил, мы договорились о просмотре. Вот. Ну, о просмотре я расскажу дальше. То есть очень важно именно уделить внимание номеру телефона и приветственному письму, которое вы пишете в качестве отклика. Еще один вариант, еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание, это ваш профиль. Нужно обязательно иметь фотографию для того, чтобы человек мы все визуалы, мы все визуально представляем себе какую-то информацию, поэтому если ваше лицо и текст, они выглядят достаточно прилично, у вас повышаются шансы. Здесь также по скелетону вот этого портала нужно заполнить про хобби, про себя, про работу, про образование и откуда ты приехал и тому подобное, ну и про животных. Также, если у тебя есть местное ИНН, его нужно сюда поставить, и тут хранится информация о том, какие поиски ты сохранял для того, чтобы искать жилье на этом портале. Также немаловажно, здесь можно настроить нотификацию о том, как часто вас портал будет уведомлять о появлении новых вариантов в соответствии с вашим сохраненным запросом. Это тоже очень важно, потому что, как я уже сказал, быть одним из первых, кто откликнулся, а еще лучше одним из первых и самых адекватных, это почти что повышает ваши шансы снять жилье на много-много процентов. Забегая вперед, скажу, что я откликнулся еще на одно жилье человеку по имени Генри, и самое большое, что меня смутило в этой ситуации, это то, что когда я ложился спать, спустя 3 дня, наверное, после этого отклика, он мне неожиданно позвонил на сотовый, время было 10:30 вечера, то есть мало того, что в Швеции не принято беспокоить человека вечером в его личное время, там после 8 вечера, скажем, да, так он мне позвонил 10:30 вечера и начал в достаточно грубой форме со мной общаться, что он хотел бы, чтобы я был его тенантом, арендосъемщиком, давай-ка приезжай завтра, в такое-то время я устрою тебе просмотр. Но я на тот момент уже подписал договор с моим текущим лендлордом, был спокоен, и я просто сказал, что извините, но время уже позднее, да к тому же я уже и снял жилье, и довольно положил трубку. Так что адекватность с обеих сторон важна, не только с вашей стороны, но и со стороны человека, которого вы арендуете.
После того, как вы договорились о встрече, вы приходите на просмотр квартиры. Просмотр квартиры, как правило, включает в себя просто базовое представление о локации, о том, что включено в аренду, в стоимость аренды, какие комнаты, какой ремонт, есть ли какие-то проблемы, я не знаю. Просто вот оказаться в квартире и прогуляться вокруг – это, наверное, самая важная задача вот этого просмотра. После того, как вы все обсудите и договоритесь, приступает момент переговоров по непосредственно контракту. Контракты хранятся в разделе Leases, это, собственно, арендный договор. По моему договору, как мы договорились, я заезжал 1 декабря, а выезжал непонятно когда. Объясню. Мы с лендлордом, с моим арендодателем договорились, что я не покину эти апартаменты на ближайшие 2 года. То есть мы договорились, что 2 года эти апартаменты точно будут за мной, а 3-й год я подумаю, продлевать мне договор или нет. Но вот эта формулировка до следующего уведомления, она по договору аренды подразумевает, что если он захочет меня выселить, у меня будет 3 месяца на выезд. Если я захочу уехать, и я его уведомлю, то, по-моему, это месяц, если я не ошибаюсь, по договору. То есть мы, в принципе, защищены от вот этого ноутиса друг от друга и, в принципе, имеем достаточное время для того, чтобы съехать. Для меня было очень важно поселиться минимум на 2 года в Швеции, потому что это тот срок, за который, я считаю, можно, в принципе, определиться, хочешь ты жить в стране или не хочешь, или ты все-таки вернешься назад. Поэтому я прикинул адекватность арендодателя, я прикинул свои способности по платежам, и мы, собственно, нашли какой-то консенсус. Он после меня показывал еще 4 или 5 людям апартаменты. Он рассказывал мне безумные истории про то, какие люди откликались, что у него было больше 100 откликов на эту квартиру, из них только 6 или 7 были адекватных, с историями, с профайлами, с номерами телефонов. Он сделал 6 или 7 показов этой квартиры за одни выходные. Он безумно устал, но за счет того, что я был первым, за счет того, что какая-то между нами возникла взаимная симпатия, что ли, он позвонил мне уже в воскресенье вечером, я смотрел в пятницу, в воскресенье вечером он мне звонит и говорит: Александр, квартира твоя, давай подписывать договор. Договор на площадке Boston Blocket заключается через их портал, соответственно, инициирует этот процесс арендодатель, который в портале помечает, что он выбрал меня как квартиросъемщика, присылает мне драфтовую версию договора, и я начинаю с ней знакомиться, мы с ним в переписке через портал обсуждаем какие-то моменты и тому подобные вещи, и после этого мы, значит, подписываем его при помощи электронной подписи. При этом, если у тебя еще нет ID, того самого ИНН, который тебе присваивается в Швеции через налоговую, то ты подписываешь через копию своего паспорта. То есть ты просто туда отправляешь копию своего паспорта, это считается верификацией твоей личности, и подпись проходит. Так как у меня нет кредитной никакой истории, у меня нету банк ID, это что-то типа наших, не знаю, госуслуг, что ли, которые позволяют логиниться на многие порталы в Швеции, в том числе банковские сервисы. Поэтому мне пришлось внести депозит за квартиру в размере месячной стоимости на этот портал. После того, как вы подписали договор, портал сразу вам начинает выставлять счетчик с датами, когда вы должны внести первоначальный взнос, то есть предварительный, точнее это называется аванс, да? Когда вы должны внести аванс, и такой график платежей за арендную плату. И каждый месяц там доступен инвойс, то есть платежка, которую вы открываете через внутреннюю систему этого сервиса, оплачиваете с какой-либо карты, которая у вас есть. Вот. То есть контроль за платежами лежит на вас, а система будет вам присылать письма или смс-ки, когда вам нужно оплатить. Ну и главный вопрос, а сколько стоит квартира, которую мы сняли?
Ну что же, она стоит 1400 евро в месяц. Это та сумма, которую получает полностью арендодатель на его счет со счета платежной системы. То есть я вношу деньги на счет платежной система переводит на счет арендодателя. Я его счет не знаю, мы работаем через вот этого посредника. И учитывая, что мы заключили договор, обезопасив и меня, и его через эту систему, этой системе я также должен заплатить этот расход на мне. И этот расход составляет в районе 70 евро ежемесячно. То есть получается моя арендная плата 1474 евро в месяц. Вот примерно в такую сумму совсем со страховкой, с электричеством, с отоплением, со всеми делами мне обходится наша трехкомнатная квартира. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите в комментариях любые вопросы, которые вас интересуют. Будем двигаться вместе дальше. Всем пока!